опять же, смотри, ты меня сейчас спасаешь. Я сейчас, может быть, что-нибудь Максимум вырежешь. расскажу. Да, максимум вырежешь. Смотри, мы вам такого напишем. Мы такого вам там отредактируем. Вам будет приятно читать. По нашей доброй традиции мы встретились на заправке около поселения Альмок. Запах утреннего кофе смешался с пылью пустыни, теплое объятие старых друзей и знакомый звук спускаемого из шин воздуха. Необходимая подготовка, чтобы машина стала частью ландшафта. Мы выезжаем в стихию. Хлопает дверь, двигатель на мгновение затихает, и тишина пустыни начинает проникать внутрь. Это именно тот момент, которого мы все ждали целую неделю. В точке, где заканчивается черный асфальт, начинается наше настоящее приключение. Место, где легкие наконец-то расширяются, и можно вдохнуть полную грудь. Мы выехали из заправки и уже через несколько минут оказались недалеко от Неби-Муса, мусульманской святыни, где по местной традиции находится могила пророка Мусы, того самого Моисея. По Библии Моисей умер на горе Нево, и место его захоронения неизвестно. Но в мусульманской традиции есть красивая легенда. Салахаддину приснился сон, в котором ему указали это место в пустыне, и здесь решили отметить память пророка. В 8 веке султан Бейбарс построил здесь мечеть и комплекс для паломников, которые столетиями приходили сюда огромными процессиями из Иерусалима, с песнями, флагами и, как водится, с восточным весельем. Сегодня мы просто проезжаем мимо на внедорожника, но где-то внутри легко представить караваны верующих, которые идут по той же дороге, только вместо 4×4 у них были ослы, верблюды и, возможно, гараж и больше терпения. Чем глубже в пустыню, тем меньше асфальта и больше ощущения, что навигатор сейчас обидится и отключится. Мы карабкаемся на каменные хребты, спускаемся в сухие русла, в вади. И каждый спуск как маленькое приключение. То камень лишний, то угол наклона такой, то начинаешь вспоминать все молитвы, которые знаешь. По дороге нам попалось сталые верблюда. Такие местные ландкрузеры на биотопливе, которые смотрят на нас с виду. Ну и кто тут настоящий вездеход? Верблюд – это идеальный оффроуд. Мосты портальные, клиренс космический, резина все проходимая. Правда, кондиционера нет. Чуть дальше военная база. В иудейской пустыне напоминает, что тут не только история, но и очень современная реальность. Пустыня кажется пустой, но за каждым холмом могут скрываться древние монастыри и военные объекты. И очередной сюрприз для подвески.
Ну, во-первых, мы должны обязательно сказать, где мы находимся. Находимся в месте, которое называется Марсаба, да, в пустыне. Иудейская пустыня. Иудейской пустыне. И только вот, правда, благодаря Герману я сюда попал. За 30 с чем-то лет жизни в Израиле. В жизни бы, наверное, сюда не попал, потому что, ну, как-то пешком не хочется. А джипа у меня такого нету, чтобы сюда добраться. Велосипедом тоже нереально, наверное, докрутить педали, потому что можно быстрее колеса стереть. Ну, по правде говоря, я сам за 30 лет второй раз здесь. Первый раз был 10 лет назад. И сейчас это второй раз, что мы приезжаем сюда. Конечно, это... Ну, место, конечно, очень интересное, знаменательное, знаменитое. Есть для чего сюда приехать хотя бы раз в жизни, чтобы посмотреть. Друзья, вам, как и мне, счастливилось попасть в Иудейскую пустыню именно в тот период времени, когда пустыня цветет. Обратили внимание, по всей дороге, пока мы ехали сюда, вся пустыня покрылась зеленой травой, зеленым цветом. Монастырь Марсаба – один из старейших действующих монастырей в мире, висящий над Кендерским ущельем. Его основал преподобный Сава, освященный в 483 году, когда христианские монахи уходили в пустыню, чтобы жить отшельником. Как и Иоанн Креститель и Иисус когда-то в этих же краях. В золотые времена вокруг Марсабы жило более 300 монахов, расселившихся по пещерам и кельям. А сам монастырь пережил арабские набеги, персидское вторжение в 614 году, землетрясение и не один политический шторм. Настоящая боевуха. В формате стоим, молимся и не сдаемся. Только вместо спецэффектов вера и камень. Сегодня здесь живут всего несколько десятков монахов. Но ощущение, что ты смотришь на живой кусок Византии, никуда не девается. Когда подъезжаешь к смотровой, под колесами камень и пыль, а перед глазами пропасть и монастырские стены, цепляющиеся за скалы. И где-то внутри появляется мысль: окей, мои приключения – это просто хобби, а у этих ребят образ жизни. Последний раз на этом месте я был ровно 10 лет назад. То есть, ну да, можно сказать 10, в апреле 2016 года. Это было первый и последний раз, когда я был здесь. Сегодня, по истечению 10 лет, место кажется даже красивее. Ну а на десерт мы оставили подъем на гору Азазель. Это место также называется Джабаль-Мунтар. Высокий пик в Иудейской пустыне с развалинами византийского монастыря и видом, от которого телефон сам просит включить режим панорама. Считается, что именно здесь мог происходить обряд с козлом отпущения из книги Левит. Один козел приносился в жертву Господу, а на второй символически возлагали грехи народа и отправляли его в пустыню, к Азазелю. Некоторые толкования говорят, что Азазель – это не имя демона, а название суровой скалистой горы или обрыва, куда сбрасывали этого козла, чтобы он унес с собой все грехи Израиля. Представьте, народ на горе, священник, обряд, серьезные лица и бедный козел, который явно не подписывался на такую поездку. В каком-то смысле это был древний риск. Перезагрузка. Ну а наша поездка подошла к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, оставьте свои комментарии. Напишите, что не понравилось, что понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши следующие поездки. Дальше больше и намного интереснее.